Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Молодец». Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Hi everyone, Katie here. Подкаст «Молодец» — это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right. Every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Привет, Катя. Как у тебя сегодня дела? I'm fabulous. Thanks for asking. I'm excited to get started. Ну ладно, приступим. What are we talking about today? Текст «Молодец» на этой неделе рассказывает о женщине из северного штата США, которая посещает южную часть страны. И у нее возникают проблемы с пониманием местного диалекта, когда она спрашивает дорогу и куда ей попасть. Oh, sure. There are many different English dialects in the United States, and sometimes this can lead to misunderstandings. Конечно, любой язык будет иметь вариации и диалекты. У тебя есть примеры диалектов или акцентов в Соединенных Штатах? The dialect spoken in New York is characterized by very fast speed, and there's a tendency to elongate vowel sounds. So one common example that we give is the way coffee is pronounced in New York. Sometimes they'll say coffee. Да. Я слышал в кино, допустим, это диалект, который говорится в областях, допустим, Нью-Йорка, в большом городе, характеризуется быстрым темпом, а также тенденцией удлинять гласный звук. Да, я слышал. Another dialect spoken is in the Boston area. One of the characteristics is dropping the R sound after vowels. So, for example, the word car becomes ka. And there's a famous joke about the Boston accent where I would say park the car in Harvard Yard, but in Boston they would say park the car in Harvard Yard. О, да. Этот диалект говорится в районе Бостона и характеризуется особенным произношением некоторых слов, например, car, car. Another example is African American vernacular English. This dialect is spoken by many African Americans throughout the United States, and it's characterized by a unique grammar structure and the use of certain slang and expressions. Да, значит, афроамериканский вернакулярный английский – это диалект, и говорят многие афроамериканцы по всей территории США, и он характеризуется уникальной грамматикой и синтаксом, использованием двойного отрицания для усиления и использованием определенных сленговых терминов и выражений. Я помню, это был общенациональный разговор, особенно когда Обама был президентом, про этот диалект. У вас есть примеры этих выражений, допустим? One example is to say, "Ain't that something?" It's a common African American expression used to show surprise, and Obama used this phrase in many speeches. Ain't. Понятно, это разговорное сокращение слов am not, is not, are not, has not или have not. Практически все. Оно считается нестандартным и неформальным употреблением в английском языке и часто стигматизируется как некультурное или неправильное. Тем не менее, ain't имеет долгую историю в английской разговорной речи и было использовано многими известными писателями, включая Марка Твена и Уильяма Фолкнера. В некоторых диалектах и контекстах ain't считается приемлемой альтернативной стандартным формам отрицания. В общем, рекомендуется избегать использовать ain't в формальных ситуациях или в письменной форме, потому что это может звучать непрофессионально иногда. Однако в неформальных ситуациях или в некоторых диалектах это может быть вполне приемлемым и естественным способом выражения отрицания. Then, of course, my native dialect is the Southern dialect of American English, and it's characterized by slow, a drawn-out draw, and a tendency to drop consonants at the end of words, and the use of unique expressions and idioms.
We also use the word ain't and other famous Southern expressions like y'all. Окей, значит, корни южного диалекта можно проследить до раннего заселения южных колоний, особенно Вирджинии и Каролин, где язык английских колонизаторов смешался с речевыми образцами рабов из Африки и коренных американцев. С течением времени диалект стал более отчетливым. Он распространился по всему региону и подвергся влиянию различных культурных и социальных факторов. А можешь ли вы объяснить y'all? Y'all is a contraction of you all. It's a common feature of Southern American English, and in the past, y'all was associated with negative stereotypes of the South. However, in recent years, y'all has gained popularity, and it's more widely used across the United States. This is partly due to the growing acceptance of regional dialects and cultural diversity in American society. Also, there's more influence from social media and the internet, which makes it easier for people to connect across different regions and backgrounds. Also, y'all has practical benefits as a pronoun because you can address a group of people in a clear and efficient ways. It's also seen as more inclusive and gender neutral than other alternatives, such as you guys or you all. Понятно, значит, кроме того, y'all имеет практические преимущества, как местоимение, которое может обращаться к группе людей в ясный и эффективный способ. Понятно. Оно также рассматривается как более инклюзивный и нейтральный вариант, чем другие альтернативы, какие, допустим, как you guys, то есть это значит вы ребята, или you all. В целом, повышенная популярность y'all отражает растущее признание языкового и культурного разнообразия в американском обществе. Это прекрасно. И признание того, конечно, что язык может быть мощным инструментом для коммуникации и соединения и более, инклюзивным способом. Right. Y'all is a very cool word. So in the text this week, we read about two Americans who have a little trouble understanding each other because one is from a northern city and one is from out in the country in the South. But in the end, they share a meal together and they learn more about one another. One note I wanted to make, Andre. In American English, the word village is not commonly used to describe rural communities. Instead, people tend to say in the country to refer to a place that is located outside a city or town. This is because the term village is more commonly associated with small communities in Europe rather than the United States. О, интересно. Значит, в американском английском языке слово village редко используется для описания небольшого сельского сообщества, а обычно вместо этого люди склонны говорить in the country для обозначения места, которое находится за пределами города или городка, допустим. Это происходит потому, что термин village более часто связывается с маленькими живописными общинами, в Европе, как деревнями, чем в Соединенных Штатах. Фраза in the country является более разговорной и описывает форму обращения к сельской местности в американском контексте. Понятно? So, we talk about a few English idioms about giving directions. Do you want to learn a few? Of course. Okay, the first one is give me a heads up. This means to inform someone ahead of time or beforehand, to give them a warning about something that's going to happen. Give me a heads up. Так, значит, предупреди меня заранее. Это означает предупредить кого-то заранее или предупредить о чем-то, что должно произойти скоро. Понял? The second one I want to teach you is get your bearings. This means to orient yourself or figure out where you are in relation to your surroundings. Get your bearings. Понятно, значит, ориентируйся. Это означает определить свое местоположение относительно окружающей среды. Okay, and a really common one, if you're giving directions, we say take a left
or take a right, right? To turn in the direction. Take a left, take a right. Поверните, значит, налево, поверните направо. Это означает, конечно, повернуть в указанном направлении. Класс. Another expression we use is, it's just around the corner. This is not literal. It just means something is nearby or close. Понятно. It's just around the corner. То есть всего в нескольких шагах отсюда. Это означает, что что-то находится рядом или близко, то есть за углом. Great. The next one is, you can't miss it. This means something is easy to find. Ага. You can't miss it. То есть не пропустишь. Это означает, что что-то очень заметно или легко находится. The next expression is, it's a stone's throw away. This means something also is very close by. It's a stone's throw away. Значит, это близко. То есть означает, что что-то находится очень близко или рядом. То есть, что как бы ты можешь бросить камень и ударить. То есть близко. Okay, and the next one is, it's in the middle of nowhere. This means something is located in a remote or isolated area. Ага, значит, it's in the middle of nowhere. Находится в глуши, то есть это означает, что что-то находится в удаленном или изолированном районе. Great. Now, follow your nose. This means that you should use your instincts or intuition to find your way. Follow your nose. Следуйте своему носу. Интересно. Это означает полагаться на свой инстинкт или интуицию, чтобы найти путь. And the last one, you're on the right track. It means you're making progress and going in the correct direction. You're on the right track. Вы на правильном пути. Это означает, что кто-то делает прогресс и движется в правильном направлении. Yeah, great job. Хорошо. Я должен спросить, есть ли какая-нибудь еда, которая упоминается в тексте на этой неделе? Oh, Андрей, конечно. There are a few foods in the text, but I want to mention the most important one. Biscuits. О, я знаю biscuits. Это печенье. No. In British English, biscuit means pechenia. But in the United States, we call this pechenia cookie. Biscuit in American English is more like a булочка, but it's fluffy and buttery and so delicious. Ну ладно. Давайте возьмем немного biscuits и поделимся видео с нашими слушателями. Тогда они могут увидеть и пушистые эти булочки и узнать, что такое biscuits. That's a great idea. Listeners, as always, great job today. Look out for our video about biscuits on any of our social media pages. Molodets, and until next week. Как всегда, если вы хотите прочитать остальную часть истории, зайдите на сайт www.molodets.com, где вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео. Программа «Молодец» финансируется Госдепартаментом США и была создана Международным женским ресурсным центром в Калифорнии. По-английски The International Women's Resource Center. Узнайте больше об организации на их веб-сайте. И, как всегда, до следующей встречи, друзья! Soundstripe.